Каждый день новый челлендж. Мы должны выжить 30 дней и выполнять заданные вами на стримах и в сообществе канала задания. Удалось ли нам выполнить все задания? А если нет, то какие и сколько именно мы провалим? Начали мы, понятное дело, с создания мира. Я нажимаю мультиплеер, host game, new game и выбираю самый сложный уровень. День нулевой. Да, все верно. Мы будем жить не 30 дней, а 31. Нулевой день челлендж хардкор, так что я ставлю сразу же плюсик. В общем, на нулевой день мы похавали в самолете, после чего решили осмотреть территорию, обнаружив, что спаун довольно хороший, ибо находимся мы рядом с яхтой. Собрал фотку и кассету на могилке и направился к яхте. Подлутавшись там, начал возвращаться обратно, попутно убив черепаху и встретив паучка, которого я оставил в живых. Тут Назарос решил тоже черепашку разнести, но что-то пошло не так. Охрененно. Охрененно. Наконец-то. После этого мы направились к ближайшей точке, где можно засейвиться и взять кастрюльку. Пособирали немного палок и камней, так что смогли впоследствии сделать голубую метку возле пещеры с аквалангом. Оставшуюся половину дня мы шли к пещере с бензопилой. Бензопила получена. Но теперь надо выбраться из этой пещеры, поэтому пришлось скрафтить бомбу. Хорошо, что все ингредиенты уже были собраны. Так, давай, взрываю, прикрой меня, пожалуйста. Нет, это не та пещера. Или та? Да, это та. Отходи. Не умри. Бляха. Далее спускаемся чуть ниже и забираем альпинистский крюк, если он так называется, вылезая наверх. Не прошло и дня, как Назара нокнули. Поэтому крафчу молотов и стоплю им аборигена на время. Назар... Бляха, ой, я сейчас сдохну. Если я сейчас сдохну, это кринж будет максимально. Я тебя захилял. Назар, быстрей. Просто наверх, хп нет. С блоком проходим оставшуюся часть пещеры, чтобы не ударили местные жители. Опа, шоколадочки. Так, аккуратно. Крафчу лук и вылажу наружу. Пока грелись у костра, встретили ингредиенты для улучшенного копья, которое впоследствии и скрафтили. После чего сделали домик, чтобы сохраниться и поспать. К нам пришли гости, которые не захотели, чтобы мы тут селились, и явно это нам показали, так что нам пришлось немножечко передислоцироваться. Офигенно похавали и через время наконец решили делать кабинку для жилья. Благо с бензопилой это делать было намного быстрее и приятнее. Прибежала чувырла и чуть не убила меня. Пока убегали от стаи агрессивных ублюдков, наткнулись на место с частью пистолета, которое я благополучно достаю. Возвращаемся к месту и делаем чертеж фундамента, но так, чтобы можно было заходить в подвал и там что-то делать. Срубил пару деревьев и начался первый день. Только с копьем. Есть можно только аборигенов, броню использовать можно. Поскольку мы не можем рубить деревья и делать фундамент, я решил, что продуктивно будет потратить время, расставляя проекты будущих построек. Таким образом я сделал сушилку и начал вялить мясо. Восстанавливаю инлая, а тут произошла забавная ситуация. Назар, если я сейчас умру, пожалуйста, передай моим детям, что я их люблю. Я умер, Назар. Что? Я что-то съел? Подними меня, пожалуйста. Я хотел зажечь этот, и я, видимо, что-то съел. Дальше, заметив, что пошел дождь, мы вспомнили, что можем сделать сборник воды, который мы, собственно, и сделали. Этот день был довольно скучным, мы почти ничего не делали, кроме того, что боялись сдохнуть от голода. После крепкого сна я решил расставить еще и дорожки в подвале, чтобы избавиться от ненужной высокой травы и просто сделать место красивее. Мы расставляли и делали то, что можно сделать без бревен и будет полезным в будущем, по типу держалок там для всего, сушилок и прочего. А чтобы восстановить стамину, мы использовали плеер с музыкой. Сделал план ступенек для входа в дом и начался второй день. Еще не устали? Все только начинается. Хочу поблагодарить YouTube спонсоров, донатеров и Twitch подписчиков. Огромное вам спасибо. Вы для меня просто делаете целый мир. День второй. Выживать только с начальным топором без использования брони. Есть можно шоколадки или устрицы. Использовать можно только самодельные хилки, без взрывчатки, только самодельный лук и стрелы из палок. Пока я читал челлендж на день, к нам прибежала парочка аборигенов, с которыми пришлось разобраться. Теперь у нас немного больше еды. Вот только жаль, что есть мы можем только шоколад и устрицы. И наконец-то мы можем рубить деревья и строить дом. Спасибо. Закончили строить грядки. С кабинкой мы попрощались.
Поэтому ночью пришлось сделать временное убежище. Утром мы поняли, что нам очень трудно жить без еды, поэтому делаем флажок, чтобы не забыть место, и идем к яхте искать устрицы. Но тут появилась непредвиденная ситуация. Блять, акула! Акула? Рили? Ни хрена себе. Лошара несл. После чего прибежали голожопы, и нам пришлось долго с ними разбираться. Также мы узнали очень интересный факт. Давай через нее. Погоди, погоди. Давай его тоже это они? Ты видишь, у нас еда пропала. Это что? Сделал скворечник, и начался третий день. Третий день нельзя сохраняться, ты можешь пить и кушать только газировку или шоколадку. Собрав еду, продолжаем рубить деревья и прощаемся с грядками. Броню? Нет. Так как у меня моя слетела. Как ты падаешь? Как ты падаешь? Дерево ты конченое максимально. Весь оставшийся день мы рубили деревья, пытаясь доделать фундамент. А тут мы чуть не запороли челлендж на день. Ни хрена себе. Вот как он заспавнился, я понял. Угу. Да, хилки есть. Я чуть не съел, чел. Я тоже чуть не сделал, кстати. Встретили вожака, и с ним, распрощавшись, доделали фундамент. И раз. Yes! Yes! Продолжаем облагораживать наш подвал, попутно убивая аборигенов. Начался 4-й день. День 4-й, ты не можешь ничего крафтить, кроме лечебных трав, факелов, улучшения топора. Также ты можешь рубить деревья, но не можешь собирать бревна, а рубить их для смолы ты можешь строить только костер. Зато теперь я могу пожрать нормально, наконец-то, блях. Как это вкусно. Поесть спустя 3,5 дня. После прекрасного перекуса мы решили попробовать сделать дюк. Его-то никто не запрещал. А пока инлай дюпал, я решил заняться планировкой стен. Но я хотел не просто коробку, а еще и интересную веранду, на которой можно будет посидеть вечерком и пообсуждать челленджи на следующий день. Поставил план лавочки, светильника и забора. Ну и куда ж без стола со стульями. Блин, чел, если мне так нравится декорировать в принципе вещи в The Forest, то как же будет охрененно декорировать вещи в Sons of the Forest. Еще немного светильников и держалок для бревен тоже не помешают. Также после сна решил заняться стенками для комнат внутри самого дома. Начался 5-й день. 5-й день. За день срубить 10 деревьев, победить 5 злых людей камнем. Вот. Расчертил комнату для всяких вещей. Дальше создаю проект камина, поскольку если строить по одной вещи, то потом не сможешь нормально ставить чертежи. Доделали некоторые чертежи, поставленные вчера, и принялись за стены. Сделал лавочку и на ней же отдохнул. Также решил сразу продекорировать внутренности дома, поставив перед окном стол со стульями. Доделал стенды для шкур, и поскольку пришли гости, то по челленджу нам надо было убить их камнем, что мы и сделали. Решили сделать еще пару держалок для камней, и оставшуюся часть дня мы просто доделывали некоторые ранее задуманные постройки. Доел скворечник возле входа, и начался следующий день. Вот 6-й день, драться только палкой. Полдня мы потратили на то, чтобы снабдить персонажа инлая всеми предметами, чтобы он мог спокойно дюпать даже бревна. Поскольку такой подход к игре облегчит нам выполнение челленджей и является простым багом в системе Фореста и не является читами. Печально. Дальше решили расставить чертежи лестницы на 2-й этаж дома и стенки для комнат. Удивительно, но за долгое время на нас никто не напал, так что палкой отбиваться пока не приходилось. Я, кстати, вес набираю. А я сгораю. И как только он вышел, чтобы снова дюпать вещи, я услышал это. Я захожу опять. Назар. Что? И поскольку нам пришлось драться, мы обматывали палку в тряпку и поджигали, чтобы все это проходило быстрее. Бегу, бегу, бегу. Ударил, ударил, ударил.
Во время ожесточенной битвы Инлая нокнули, и даже не раз, что в принципе не очень-то и удивительно. Сколько бы мы ни пытались с ними сражаться, они все приходили и приходили. Это была одна из сложнейших битв за все выживание. Это хардкор, это хардкор. Охренеть их тут до хрена. Ты вышел? А, ты жив. Охренеть, чел! Ну и потихоньку продолжили строительство самого дома. Начался день 7. День 7. Сделать красивую защитную стену для базы. Сначала я построил обычные стены, а потом вспомнил, что есть усиленные. Но тут Инлаю не хватало места, и он начал кричать, что сам все хотел построить. Нахрена ты это сделал? Я же сказал, что я стены расставлю. С самого начала я же сказал, что я стены расставлю, чел. Причина того, что я не хотел захватывать большую территорию, проста. Я не хотел тратить много времени на постройку стенки. Поскольку мы снесли чертеж, ибо Назар хотел поставить его сам, мы до самой ночи ничего не делали, время от времени строя стенки дома, потому что Инлай так чертеж и не поставил до самой нахрен ночи. Ни хрена себе ветер будет. Ветер смотрел, думал, ветер смотрел. Доделал половину всех стен дома и начался следующий день. Ничего не есть. Рубить деревья, строить дом. Рубить, собирать. Сейчас мы стенки закончим, и в принципе можно будет делать потолок. Первый раз нормально воспользовались камином. О, лянь, где луна, прикольно. О, ля, как классно это выглядит. Совет, поджигайте тотемы, чтобы отпугнуть врагов от лагеря. Что? Бля, читать это тоже не твой конек. Ну и закончили все стенки уже на утро. Пришло 2 аборигенчика, из которых один стал будущими костями для брони. День 9. День 9 это у нас можно использовать только скрафченные предметы. То бишь бензопилу нельзя, топорик нельзя из самолета. Пора приступать к постройке потолка, но у нас возникла проблема. Во, гляди. Кастомный... ой. А как он вообще поставился? Нет. Красавец. Она у нас очень интересно становится. Из-за того, что мы решили сделать веранду, Форест просто не мог понять, где у нас границы дома, чтобы правильно поставить чертеж потолка. У нас были разные идеи по тому, как это исправить. Я думаю, что нам надо заново кастомные стены сделать, как ты думаешь? Не-не-не, стой. Ничего не надо переделать. Нам, короче, вот здесь вот нужно было поставить одну палку вместо вот этого вот заборчика. То есть нельзя одну балку поставить? Можно. Надо определенно, чтобы была стена. Да. Смотри. Как тебя... Так, будь здоров. Спасибо. Давай тогда Ну, уже вот как- так вот сделаем, типа прям как навесиком таким небольшим. Кстати, выглядит довольно неплохо, мне кажется. Как думаешь? Нет, это говно не сработает. Сколько здесь надо? Охрененно! Мы уже думали, что останемся без крыши над головой. Все, давай забей, давай следующее, завтра разберемся с этим. Очень хреново, очень хреново, очень хреново, очень хреново. Но тут мне пришла идея. Если мы сделаем вот так. Смотри, оп. Только мы убираем стены, которые сейчас в стенах. Да, теперь смотри, допустим, мы заканчиваем вот эти вот стены и пробуем сделать потолок. Я очень надеюсь, что оно сейчас не будет ломать нам, типа, постройки, которые тут стоят. По идее, не должно. Так, отлично, есть. Теперь давай потолок попробуем сделать. Custom floor. Погоди. Нет. Что? Это не сработало, эта идея. Вади, что ты выбирал? Custom floor? Да, а ну-ка. Стой. Тут что-то было. А ну-ка. Это что? No fucking way, dude! Охренеть! Охренеть! Прикинь! Big brain right here! Оставшуюся часть дня мы убирали ненужное и достраивали нужное. Начался день 10. Можем просто платформу сделать. Расставили некоторые планы построек, и забавно, но даже на данный момент приоритет в постройке отдавался крыше дома. Рутина постройки. Я не слышал. Я услышал. Может, это я был. О, бляха!
Я Я говорил. испугался. Окей, одного убил. Это что, Вирджиния? Вот и наш, если мне не изменяет память, первый убитый мутант. Достроили крышу. Блин, глянь, как это классно выглядит. Ну, можешь сохраняться. Отдохнувший на веранде, вырезал дырку для второго этажа и сделал выход. Потихоньку начал делать базы на деревьях, и начался 11-й день, за который мне надо найти все секретные чертежи. Поскольку все эти чертежи находятся под водой, туда не попасть без акваланга, поэтому его надо достать. Поскольку я не нашел еще ни одного чертежа, а уже стемнело, мне надо было просто двигаться быстрее и надеяться, что я успею. Вот он первый, вот второй, вот третий, кстати, уже начало светлеть. Собрал четвертый и, как вернулся домой, заметил, что начался следующий день. Закончить систему на деревьях. Поставил 2 чертежа в подсобке и направился рубить деревья, чтобы закончить саму систему на них. Раз готово. Пришла бригада аборигенщиков и после первого упавшего ушла. 2 готово. Чем вам не система на деревьях? Также закончил еще одну платформочку. И как раз пожаловала компашка с жирничем во главе. Ема! Ух ты, бляха! И как же хорошо, что я достроил эту платформу. Нет, 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 нет. Создать стрелы. Ядовитые. Yes, я их отбил. Yes. Охренеть вас тут, ребята. Я могу вас положить? Все починил, всех расчленил. 13-й день получил. Сделать декорацию дома 13-й день. Я воспринял челлендж серьезно, поэтому начал сразу все расставлять. Ну и у меня вышло что-то такое. Ну и постепенно все это начало воплощаться в жизнь. Понасобирал палок на будущее и доделывал комнату. 14-й день. Одно убийство, один анекдот. Охрененно. Поскольку челлендж довольно простой, я решил начать делать стены, которые выставил инлай, и потом благополучно больше со мной нахрен не играл. Ночью напали аборигенчики и пришлось рассказывать анекдоты. Ой-ой-ой, я ж сделал-то 3 килла, погоди. С меня 3 анекдота должно быть, да? Знаешь, в чем схожи адвокаты и сперматозоиды? Нет. Один из нескольких миллионов сможет стать человеком. Чем отличается железный занавес СССР от современного? Тогда гвозди были свои. Что тебе больше всего нравилось в классе? Наташка. Я спрашиваю не кто, а что. А, ну тогда хорошо. Так что тебе больше всего нравилось? То, что в классе была Наташка. Переиграл и уничтожил. Следующий день. Это у меня оторвать ногу вумен и избить парня ногой вумен. Решил сделать миску для стрел на одной из платформ, чисто на всякий случай, вдруг стрелы кончатся. Сходил за бензином в главную деревню, и к ночи ко мне прибежала орда. Чоп-чоп. Нога вумен, твоей вумен. На. На. Получи. Зубы ему нахрен выделали ногой обоссанный. После всего я решил отогреться у камина и поспать. Нет, на веранде. Ой, бляха, на веранде посидеть. Ах. Реально классный день, блин. Поставил план шкафа и стенда для брони. Тут мне пришла офигенная идея. Блин, было бы классно, наверное, сделать вход в... Ё-моё, чел. И пока я разбирался с лестницей, начался 16-й день. Не касаться воды, включая дождь. Улица, все еще дождь. Получается, остаток этого дня я проведу здесь в подвале.
Несмотря на это, мне было чем заняться. Когда дождь кончился, я смог нормально выставить эту лестницу. Пришлось вырезать пол для этого плана. И запасной вход в подвал был сделан к вечеру. Сделал в подсобке еще светильник и доделал шкаф в комнате. А утренние посиделки на веранде реально расслабляли. Валь, Вот проблема, я хочу залить фотку в инсту, а она дура обрезает. Я сейчас напишу соотношение сторон обрезает. Да, 4 к 5. Или 5 к 4. Потому что в фотошопе пресет 5 к 4 есть. Ну, 5 к 4, 4 к 5. Я у спрашиваю, соотношение сторон обрезает, она пишет, в высоту обрезает. Women. Семнадцатый день. Попасть в центр мишени с лука с 10-20 метров. Сделал мишень и начал по ней палить с крыши дома. В итоге попал даже 2 раза. А вот здесь я должен сделать паузу, поскольку произошло непредвиденное. Как она? Кирилл, я сейчас в таком тильте. Просто я в ахрене. Я в The Forest дохожу до момента и вспоминаю, что я забыл взять карточку для прохода по сюжету. В итоге я думаю, типа, ладно, хрен с ним, уже завтра сделаю, потому что время вон какое. И типа я выключаю запись, выхожу из игры, захожу, типа, закинуть запись, да, и назвать ее, типа, по дням, да, 16-19 день, да. Захожу в папку The Forest, смотрю, да, видеофайл. 17 минут записи, я такой, не понял. Я ж вроде дольше играл. И у меня запись обрывается вот просто на том, как я рублю дерево. Что это за параша? Почему оно не сохранило? Куда оно это дело? День 19. Пройти Форест за день. Я пошел за картой и в сюжетную пещеру. Конечно, не без проблем. Ребята, пропустите. Спасибо. Оп. Это не то. Это не то место. А вот тут я решил не тратить бомбу, а подождать, пока это чмо все сделает за меня. Без проблем преодолеваю все препятствия и прыгаю сразу в воду. Успел. Или он в воду сейчас забежит. Он забежал в воду. Он забежал в воду. Он... Ну-ка. Такой лошара. Еще один. Просто такие лохи. Сдох. Давай. Лох. Я еще и шкурку собрал. Тупо халява. Нет, могу. Лол. 6 штук, это ж офигенно! Прохожу через все трудности без особых трудностей и захожу в лабораторию. Начинается бой. Ха! Ребятка, разнесло просто. Горы. Падла. Она умерла! Лол, я даже этот не потратил. Охренеть. Даже броню не потратил. Вау. Подбираю карту и иду дальше. Отрубаю эту фигню, поскольку нужно будет крафтить семью в будущем. Начался 20-й день. Убить кролика или птичку камушком. Подобрал пистолет для флайеров и сделал оранжевую метку возле пещеры, чтобы потом вернуться. По пути назад убил птичку камнем как надо было. 21 день. Сделать каждому семью в комнате. Поел и направился домой. Дома выставил сына и жену, как тут же прибежала пару пещерных, с кем пришлось разобраться. Когда во второй раз ко мне пожаловали гости, я перестал тупить и начал использовать пистолетик. Доделал сына, решил поспать и с телами разобрался на утро. День 22. За один день добыть все головы, ёкарный бабай. Первая голова была головой варана, второй – акулы, третья – черепашья. Потом я понял, что это челлендж на грани невозможного и решил его пропустить. Оставшуюся часть суток я доделал забор. День 23. Зиплайн. Аборигены начали приходить все чаще и чаще. Ты куда пришло? Что ты делаешь? Ты помеченная. Ты сожрала мою еду. Ты ею и станешь. Поняла, мразь? Полдня на это угробил. Голова оленя просто за компанию, и их приходило настолько много, что у меня кончились стрелы, и чтобы меня не убили, пришлось залазить наверх. Ой, как хорошо, что я тут поставил стрелы.
Ребята, как вы относитесь к Молотову? Ауч! Он определенно горит. Судя по всему, позитивно. Наконец-то поставил зипку и ее сделал. Я понял, что мразей становится слишком много, поэтому надо идти за артефактом, который будет их отгонять. Поставил его в подвале. Дальше подрубил стрим на Твиче и доделал стенку. День 24, горячая ночь. Ночью устроили дуэль коктейлями Молотова. Доделали стенку и начали ждать вечера. Пришло время дуэли. Давай, на раз, два, три. Раз, два, три. Начинаем. Так а что ты хочешь? Бляха, на букву Л неудобно. Согласен. Нет, я мышкой не могу. Ты что, правой рукой это делаешь? Бляха. Нет. Погоди, у меня стамина закончилась. На, пустой. Сколько у тебя стамины вообще, ты? Да у тебя я закончилось это? Бляха, все, у меня закончилось. Погоди, перерыв. Ты... Не стреляешь! Короче, у нас сейчас алкоголь нахрен заканчивается, и мы больше не бухаем. Бляха, окей. А мы его вообще пили? Судя по тому, что происходит, должны были. А можно как-то набухаться алкоголем в Форсе? Конечно, можно. Ну все, короче, мы устроили, но мы никого не убили, конечно, это печально. По странным причинам пришли аборигены. Не попал. Я попал! День 25. 25 день. Отдых. Я решил провести этот день продуктивно, поэтому начал делать дом на воде. И построив его, я приступил к обустройству внутренностей и вещей снаружи. Но делать их не стал, оставив на завтра. Вместо этого я решил пойти собрать часть пистолетика и расставить фонарики по территории базы. Поспал и понял, что начался следующий день. Сделать дом на плоту и его обустроить. С помощью зиплайна добираюсь до плота и начинаю его обустраивать вещь за вещью. Наверху выставил еще парочку полезных штук. И, разобравшись с ребятами, доделываю недостающие вещи, стреляю акуле в зад и отправляюсь в кругосветное плавание. Потом понимаю, что двигаюсь со скоростью черепахи и убегаю с плота как крыса. Собираю часть пистолета и иду за следующий и за следующий. Прибежав домой после тяжелого дня, лег спать. И так начал 27-й день. Собрать пистолет. Можно сразу создать пистолет? Да. Поставил план вышки, чтобы можно было забраться на деревья, не выходя с базы. Пока собирал бревна, начался 28-й день. Хавать только испорченную еду. Ема! Да, никто не ожидал эту кракозябру здесь, но, как факт, она пришла. Если бы стены не выдержали падающих деревьев, то дом был бы просто вдребезгах. Охуеть! Охуеть! Это как? Это как? Дальше решаю доделать парочку платформ на деревьях и повесил еще голову белки, а также засеиваю грядку полностью. И на утро стал 29-й день. Посадить все растения на грядку. Этот день был потрачен почти полностью на крафт кое-чего интересного. А вечером я взял артефакт и сделал его красным, поставив на пол. Потому что мне для крафта нужно было пару ручек и ножек. Когда получил все, что хотел, вернул артефакт в исходное состояние. День 30. Параплан и конец. Я прошел Форест. Ёкарный бабай. Только я сказал что-то хорошее. Ну и, конечно же, на 30-й день надо победить босса. Вот так сделаю. Теперь сделаю вот так. Гори ясно, тварина. Тебе зарублю. Понятно, лох. Просто лох. Это было довольно долгое путешествие. Местами трудное, местами легкое. В итоге из 30 челленджей нам не удалось выполнить всего лишь 3 задания.
Но поскольку запись пропустил 1 день, я считаю это за пропуск, поэтому 4. Спасибо всем спонсорам за поддержку. Слева мы жестко пранканули инлая, а справа видео специально для тебя.